Здравствуйте, друзья, в эфире Геоэнергетика Инфо, с вами Радекин Максим и мой сегодняшний собеседник Александр Фролов. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Ближний Восток в огне. Иран назвал добычные проекты нефтегазовых компаний США законной целью. Ормузский пролив под угрозой. Страховщики массово отзывают страховку. Нефть по $200 за баррель уже не кажется несбыточной ценой. Каковы возможные сценарии развития ситуации в части поставок нефти и СПГ на мировые рынки? Александр, вам слово. Ой, дорогие друзья, ой-ой-ой-ой. Ам, давайте начнем вот с чего. $200, $300, $1000, $50, $1 000 000 за баррель. Одинаково вероятные сейчас величины. Ну, ладно, хорошо. $1 000 000 за баррель невероятное. Но вот вплоть до 1000 вполне вероятные, притом одинаково вероятные. Вопрос лишь в том, какой сценарий развития событий мы выберем в качестве базового. Ну или какой, в принципе, будем рассматривать. Сейчас я бы полностью не отказывался от такого самого мягкого, самого простого сценария, но вероятность его реализации, конечно, все ближе и ближе к нулю, однако проговорю для общей картины. Итак, стороны после обмена ударами опять сядут за стол переговоров. Вот если такое произойдет в ближайшее время, то цены могут пойти вниз. Более того, цены могут пойти вниз в понедельник, мы записываемся в воскресенье. Можете написать, как вы там из уже рабочей недели смотрите это видео, видите цены на нефть, что же там с ними происходит. Но я замечу, что есть вероятность, что цены могут пойти вниз, если после сообщения, после сообщения иранских властей о том, что можно проходить Ормузский пролив, то есть сначала полная блокировка, объявление о полной блокировке, никому нельзя. Правда, там иранские суда двигались, но иранским судам можно. Они как-то с руководством Ирана смогли договориться, чтобы нефть в Китай все-таки шла. Так вот, никому нельзя. Там три группы, больших группы танкеров сгрудились. Одна группа у побережья, собственно, Ирана, другая группа в Персидском заливе до Ормузского пролива, а другая группа в Оманском заливе, соответственно, тоже вот перед Ормузским проливом. Эти три группы, чего-то ждали. Если посмотреть на каждый отдельно взятый танкер, мы увидим, что они не просто стоят, они вот так, знаете, осуществляют хаотичные движения в море, но по сути никуда не двигаются, ждут разрешения. И вот разрешение вроде как поступило. Иранские власти заявили о том, что мы, мол, разрешаем проходить судам с нефтяными грузами, кроме судов американских, что, в общем-то, понятно в текущих условиях. Однако при этом мы наблюдаем атаки на ряд танкеров. По какой причине произошли эти атаки, кто их осуществил, на данный момент неизвестно. Однако вот есть некий факт. Какие-то танкеры атакованы, и один из них в настоящий момент, как поступили информационные сообщения, начал тонуть. Что может произойти дальше? Эмоциональная реакция понятна, цены взлетят. Но если посмотреть на информационную накачку, которая происходила последние более чем сутки, то мы увидим многочисленные прогнозы, которые, собственно, предполагают, что сейчас наступит катастрофа для всей мировой экономики, цены куда-то взлетят, насколько высоко, зависит от фантазии автора. Это разжигает определенные ожидания. Если этот накал окажется выше того, что будет в реальности, то есть вот сейчас, даже после всех атак, даже после всего этого обострения, которое, после всех ударов, которыми обмениваются стороны, если после этого разрешение на проход судов будет полноценно реализовано и выстроится, в текущей ситуации некая новая система, осуществляющая стабильную транспортировку нефти, нефтепродуктов и СПГ через Ормузский пролив, то мировой рынок может отреагировать даже снижением котировок. Это не прогноз такой строгий, да, котировки снизятся, но он может так отреагировать, потому что происходящее будет воспринято как более низкий уровень конфронтации, более низкий, ожидание более стабильного развития событий, чем то, что ожидалось в течение субботы и воскресенья. Но проблема в том, что мы сейчас говорим про ожидания, мы сейчас говорим про новостной фон, мы игнорируем важное вместе с мировым рынком, мы игнорируем важное.
реальный баланс спроса и предложения. Я не беру сейчас даже себестоимость нефти, которая там добывается в разных странах, есть некие средние показатели по планете. Это вообще вот уже никого вообще не интересует. Но хотя бы баланс спроса и предложения тоже никого не интересует. Да, никого не интересует. Под балансом спроса и предложения, по сути, понимается сейчас, точнее, баланс спроса и предложения, который оказывает влияние на конечные котировки, которые мы вот с вами наблюдаем. Это не баланс физического спроса и физического предложения. Это баланс ожиданий от спроса и предложения, которые будут там через месяц. И которые будут вот в ближайшее время из-за того, что суда могут не пойти, суда могут проходить спокойно, суда может кто-то атаковать, суда могут проходить, но их могут атаковать в хаотичном режиме. То есть кого-то атаковали, кого-то не атаковали, и невозможно предсказать, кого атакуют, кого нет. Вот это все будет создавать разные ожидания. Это все будет создавать разную, биржевую картину биржевых торгов. Однако главный в реальности вопрос, сколько действительно будет доступно нефти потребителям и сколько нефти им при этом будет нужно. Если в мире есть избыток предложения, такого рода признаки были в 2025 году, если в мире есть избыток предложения, то исчезновение части объемов, которые сейчас идут через Ормузский пролив, может вообще не оказать значимого, точнее катастрофического воздействия на мировой рынок нефти, и мировую экономику вместе с ним. Потому что если суда будут проходить, и часть из них будет так или иначе блокироваться, то есть часть не будут пускать, или часть будут атаковать, то все равно в мире какой-то объем нефти, необходимый миру, останется. И таким образом, если баланс спроса и предложения реальный, физический, будет соблюден, после некоторого хаоса на бирже цены стабилизируются, при том на отметках ниже $100 за баррель. Насколько ниже, это уже вопрос, потому что сейчас еще оказывает влияние фактор военных рисков. Там страховщики стали отзывать свои страховки, их надо было, по сути, переоформлять для многих судов, потому что количество рисков возросло. И страховка должна подорожать, соответственно, потому что, знаете, вы вроде как получили страховку в рамках обычных условий, рассчитанную на обычные условия, а тут количество рисков увеличилось, и вероятность того, что страховой компании придется компенсировать вам понесенный ущерб, компенсировать какие-то работы буквально по очистке моря из-за того, что разлив произойдет. Вот это все увеличилось. Соответственно, вы должны чуть больше заплатить, чтобы парировать этот риск. Вот. И это мы только говорим про нефть. Но через Ормузский пролив идет не только нефть. Кстати, для понимания масштабов, если вдруг вы по какой-то причине упустили этот момент, вот не видели это в новостях, не видели это у других блогеров, на этом канале не видели, через Ормузский пролив идет примерно 20% всей нефти, которая добывается на планете Земля. Вы можете увидеть показатель в 30%, но это 30% это не совсем правильная величина, это скорее, знаете, для понимания масштаба, 30% от экспортируемой нефти. То есть Саудовская Аравия, например, добывает 10 миллионов баррелей, но из них 5 миллионов она потребляет на своей территории, 5 миллионов экспортирует, примерно. Соответственно, 5 миллионов не учитываются в экспортируемом объеме, а вот другие 5 миллионов учитываются. Вот 30% всего экспорта нефтяного идет через Ормузский пролив. Но это не столь значимая величина, как 20% от совокупной добычи. Это гораздо более значимо, гораздо лучше обрисовывает риски для мировой экономики. И примерно 20% всего СПГ тоже идет через Ормузский пролив. И в 2026 году, правда, под конец года, объемы СПГ, которые будут идти через Ормузский пролив, увеличатся, потому что в Катаре начинают увеличивать мощности по производству сжиженного природного газа. То есть Катар, это вдруг нас смотрит кто-то, кто более года назад искренне верил, что сейчас из Катара газопровод потянут в Европейский Союз. Кстати, как там газопровод? Тянут уже, да? Так вот, Катар был не в курсе этих идей, которые в нашей благосфере витали. Катар строил заводы по производству сжиженного природного газа. Сейчас они начинают вводиться в эксплуатацию. В 26-м, 27-м, 28-м годах.
И 20% СПГ это крайне значимо. Это огромнейшая величина. Это, ну, это считайте 100 миллиардов кубических метров. Даже там больше, но в данном случае, знаете, что 100, что 110 миллиардов. Вот это не принципиально абсолютно. Поэтому для простоты 100 миллиардов кубов в год, понятно, идут через Ормузский пролив. Вот эти 100 миллиардов кубов просто исчезают с мирового рынка. Что происходит с котировками на газовых биржах? Они растут. Что происходит с ценами на газ, который поставляется с нефтяной привязкой? Ой, они остаются на прежнем уровне, потому что там есть лаг в 3 месяца, по некоторым контрактам в 6 месяцев, по некоторым контрактам в 9 месяцев. То есть берутся показатели за квартал, там средняя цена нефти и нефтепродуктов за определенный квартал, и либо вот эти показатели за этот квартал влияют на цену газа в следующем квартале, либо через квартал, либо через 2 квартала. Ну, то есть, допустим, если сейчас цены на нефть взлетят там до 100 долларов, это скажется, к примеру, на газе, который поставляется по газопроводу «Сила Сибири» и по его продолжению, идущему по территории Китая. Так вот, на цене этого газа текущие цены скажутся в четвертом квартале 2026 года, а во втором и в третьем кварталах останутся старые цены. Вот, это для понимания того, что каждая из этих составляющих, и нефтяная, и газовая, будут оказывать влияние на мировой рынок, просто может быть не моментально, может быть не столь линейно, как представляется. То есть вот сейчас остановили поставки, и все везде выросло, все везде подорожало, все бегают в панике, но при этом действительно все подорожает, просто не сразу. Сначала подорожает нефть, потому что большую часть нефти, которая идет через Ормузский пролив, физически невозможно перенаправить на другие направления. Никак. Их не существует. Это даже если мы отбросим вопрос о безопасности судоходства и безопасности портов, который ну вот, неожиданно для многих возник 28 февраля 2026 года в Персидском заливе, когда ряд портов стали атаковаться, но опять же, объясняется, что там военные цели атаковались, но намного ли это упрощает ситуацию для нефтяного судоходства? Нет, не намного. Так вот, большая часть нефти заблокирована, все нефтепродукты заблокированы, ну их, опять же, для них вообще продуктопроводы не построены. А это примерно 5 миллионов баррелей в сутки нефтепродуктов. Значительная их часть это то, что производят Объединенные Арабские Эмираты. И во многом это объемы, которые идут в том числе в Европейский Союз. То есть у вас взлетают, если физически исчезают эти объемы с мирового рынка, вот полная блокада Ормузского пролива, дорожает нефть, до каких пределов невозможно угадать. Даже не будем пытаться. И вот финализируя все эти размышления. К сожалению, про цены мы сейчас ничего угадать не можем. Мы видим разные варианты развития событий, вплоть до полной блокады Ормузского пролива, частичной блокады Ормузского пролива. Но ясно одно, мы сейчас наблюдаем исторические события, которых еще в этом регионе не было. Ни в военном, ни в энергетическом плане. Потому что пусть частичная блокада Ормузского пролива, но она случилась. Впервые, в общем-то, в новейшей истории. И это то, чего смертельно боится вся мировая экономика, потому что мировая экономика зависит не от зеленой энергетики, она зависит от углеводородов. И эти углеводороды могут просто исчезнуть. На этом все. Всего хорошего. Александр, большое спасибо за комментарии, друзья. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Геоэнергетик Инфо. Подписывайтесь на телеграм-канал Александра Фролова. Ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации, исключительно благодаря вашей финансовой поддержке на Sponsor.ru. Спасибо, до новых встреч!